Бернард Шоу. Серенада. Вечер начался замечательно. Конечно, мои гости испытали вполне естественное разочарование, узнав, что я сам не играю в спектакле, но охотно простили меня, когда я сослался на то, что мне приходится выполнять двойные обязанности – хозяина и режиссера. Лучшее место в зрительном зале занимала красавица Линда Фитцнайтингейл. Соседним стулом, который я предназначал для себя, весьма бесцеремонно завладел Порчер Лестер из 12-го пехотного полка, довольно милый молодой человек, наделенный некоторыми музыкальными способностями и сладеньким баритоном, который он имеет слабость выдавать за тенор. Любовь Линды к музыке граничит с фанатизмом, поэтому, благодаря своему единственному достоинству, Порчер Лестер имел в ее глазах преимущество перед более солидными и зрелыми мужчинами. Я твердо решил прервать их беседу, как только освобожусь. При моем появлении Порчер Лестер встал и произнес: «Я заглянул бы за кулисы, если, разумеется, туда пускают посторонних». «О, конечно», — сказал я, радуясь, что избавлюсь от него, «но, пожалуйста, ничего не трогайте». «Хорошо, хорошо», — перебил он меня, — «я знаю вашу мнительность, буду держать руки в карманах». «Вы напрасно позволяете так непочтительно разговаривать с вами, полковник Грин», — заметила Линда, когда он ушел. «И он непременно натворит там бог знает что». «Юношеская непосредственность», — сказал я, — «точно так же Порчер Лестер ведет себя и с генералом Джонстоном, а тот уже далеко не молод. Ну а как продвигаются ваши музыкальные занятия?» «Сейчас я брежу Шубертом». «Ах, полковник Грин, вы знаете серенаду Шуберта?» Должен признаться, всегда находил ее необычайно красивой. Надеюсь, буду иметь удовольствие услышать ее в вашем исполнении по окончанию нашего маленького спектакля. В моем исполнении? О, я не осмелюсь. А вот и мистер Порчер Лестер. Сейчас возьму с него слово, что он споет ее нам. «Грин», — посмеиваясь, сказал Порчер Лестер, — «не хотелось бы тревожить вас, но человек, который должен играть на волшебном роге, не явился». «Боже мой!» — воскликнул я. «Ведь я приказал ему быть ровно в 7:30. Если он не придет, пьеса погибла». Поспешно извинившись перед Линдой, я торопливо спустился в холл. Корнет-а-пистон лежал там на столе. Зазвенел колокольчик суфлера, означавший, что корнетист должен приготовиться. Но он не появлялся. Я бросился в зал. Там, во главе накрытого к ужину стола, сидел солдат и спал непробудным сном. Я схватил его за плечо и сильно встряхнул. Он что-то промычал, пьяно замахнулся и вновь впал в бесчувственное состояние. Колокольчик зазвенел снова. На сцене ждали. Я схватил инструмент и изо всей силы дунул. В ответ не раздалось ни звука. Тогда я сжал корнет, словно в тисках, набрал воздуха, прижал мундштук к губам так, что даже зубы заныли, и со стервенением плюнул в него. Раздался оглушительный рев. У меня чуть не лопнули барабанные перепонки. На люстре зазвенели хрустальные подвески, с вешалки посыпались шляпы. Я сжал ладонями раскалывавшиеся от боли виски, и тут солдат, бледный, словно трубный глаз пробудил его в день страшного суда, пошатываясь, вышел из зала и предстал взором изумленных гостей, высыпавших на лестницу. В течение 3 следующих месяцев
Я изучал искусство игры на корнето-пистоне под руководством специалиста. Наконец я осмелился спросить, достаточно ли я преуспел, чтобы сыграть соло для одного своего друга. «Видите ли, полковник», — ответил он, — «по правде говоря, у вас нет природного таланта. Во всяком случае, пока он еще не проявился. А что вы хотите сыграть?» «Одну вещь. Серенаду Шуберта». Он изумленно уставился на меня и покачал головой. «Она же написана не для этого инструмента, сэр», — сказал он. «Вы никогда ее не сыграете. Как только я исполню ее без ошибок, вы получите 5 гиней сверхобычной платы». Наконец, я все-таки добился успеха. «На вашем месте, полковник, — сказал мой наставник, кладя в карман 5 гиней, — я бы приберег этот мотив для себя, а друзьям сыграл что-нибудь попроще. Здесь дома вы играете довольно прилично, но когда меня не будет рядом, дело пойдет не так гладко. Вот увидите». Я не принял всерьез этого совета. Как-то в конце июня я узнал, что Линда намерена провести вечер дома. В 9 часов я положил корнет в дорожный сак и поехал к Мраморной арке, а дальше пошел пешком. Внезапно я услышал голос Порчерлестера. «Здравствуйте, полковник!» — окликнул он меня. Не желая подвергаться расспросам, я предпочел опередить его и спросил, куда он направляется. «Я иду к Линде», — ответил он. «Я обожаю ее. Если бы только я мог быть уверен, что ей нравлюсь я сам, а не мой голос, я был бы счастливейшим человеком в Англии. Вы знаете, я так ни разу не набрался храбрости спеть ей серенаду Шуберта после того, как она сказала, что это ее любимая вещь. Почему? Я чуть ли не ревную ее к этой проклятой мелодии. Я даже брал уроки, зато уж теперь, кажется, могу быть доволен. Только если увидите Линду, помните, ни слова об этом. Пусть это будет сюрпризом. «Вы, несомненно, поразите ее», — сказал я, торжествуя при мысли, что он опоздает на сутки. Я знал, что его голос не выдержит сравнения с меланхолической нежностью, угрожающей мрачностью, сдержанной силой, которые искусный исполнитель способен извлечь из инструмента, лежащего в моем саке. Мы простились, и он вошел в дом Линды. Через несколько минут я был в палисаднике и, укрывшись в тени кустов, смотрел на них. Они сидели возле открытого окна. Их разговор не доносился до меня. Казалось, Порчерлестер никогда не уйдет. Вечер был довольно прохладный. Пробило 10 часов, 10:45, 10:30. Я уже почти решил идти домой. Если бы Линда не сыграла на рояле несколько пьес, я бы просто не выдержал. Наконец они поднялись, и теперь я мог разобрать, что они говорили. «Нет-нет», — сказала она, — «вам пора идти. Но вы могли бы спеть мне серенаду, ведь я вам сыграла целых 3 пьесы». «Я ужасно простужен», — сказал он. «Нет, я в самом деле не могу». «Какой вздор! Вы вовсе не простужены. Но неважно. Больше я никогда вас об этом не попрошу. Спокойной ночи, мистер Порчерлестер». «Не сердитесь на меня», — сказал он. «Вы услышите, как я ее пою, и, может быть, раньше, чем думаете». «О, как многозначительно вы это произнесли! Надеюсь, мы увидимся завтра у миссис Локсли Холл». Он подтвердил это и поспешил уйти, видимо, боясь выдать свой план. Она подошла к окну
и залюбовалась звездами. Глядя на нее, я забыл о своем нетерпении, зубы мои перестали лязгать. Я вынул корнет. Линда вздохнула, закрыла окно и опустила белую штору. Одного вида ее руки было достаточно, чтобы я превзошел все свои прежние достижения. Линда села у окна, и я увидел на шторе ее тень. Мой час настал. Я начал. При первой же ноте Линда вздрогнула и прислушалась. Когда я закончил фразу и стало ясно, что именно я играю, она отложила книгу. Мундштук был холодный, как лед. Губы у меня замерзли и не повиновались. Несмотря на величайшие старания, я никак не мог избежать тех хриплых, булькающих звуков, которые порой возникают даже у лучших корнетистов. Тем не менее, хотя продрог и очень нервничал, справился я со своей задачей весьма прилично. Преисполняясь все большей уверенности, я частично загладил несовершенство начала властной звучностью заключительных тактов и даже добился неплохой трели на предпоследней ноте. По возгласам одобрения, которые донеслись с улицы, мне стало ясно, что собралась толпа и что о немедленном бегстве не может быть и речи. Я стал ждать, чтобы толпа рассеялась. А пока не отрывал глаз от тени в окне. Она писала. Неужели, подумал я, она пишет мне? Потом она поднялась, тень закрыла все окно, и я уже не мог различить ее движений. Я услышал звон колокольчика. Через минуту дверь дома отворилась. Я отступил за катку с алоэ, но, узнав подкупленного мной слугу, тихо свистнул. Он подошел с письмом в руке. — Все в порядке, сэр, — сказал он. — Мисс Линда велела передать вам это письмо, но вы не должны распечатывать его, пока не придете домой. — Значит, она знала, что это был я? — сказал я в восторге. — Думаю, что да, сэр. Она сказала мне: вы найдете в саду джентльмена, отдайте ему записку и попросите его идти домой. Он не должен читать ее здесь. 10 минут спустя я был у себя в кабинете и дрожащими руками разворачивал письмо. Оно было без конверта, просто аккуратно сложено. Я прочел. «Дорогой мистер Порчерлестер». Я остановился. Неужели она приписала ему мою серенаду? Но тут возникал куда более важный вопрос. Имею ли я право читать письмо, адресованное не мне? Однако любопытство и любовь взяли верх над щепетильностью. Дальше в письме говорилось: «Весьма сожалею, что мое увлечение серенадой Шуберта вам представилось всего лишь поводом для насмешек. Я понимаю, это увлечение может показаться странным, но я бы не рассказала вам о нем, если бы не была уверена, что вы способны его понять. Если вам доставит удовольствие узнать, что вы совершенно излечили меня от него, то, поверьте, отныне серенада не будет вызывать у меня ничего, кроме смеха и горечи. Я даже не подозревала, что человеческое горло может издавать подобные звуки, и, конечно, не догадывалась, какое представление вы собираетесь устроить, когда вы пообещали, что я услышу ваш голос раньше, чем ожидаю. Еще только одно слово — прощайте. Я не буду иметь удовольствия встретиться с вами у миссис Локсли Холл, так как очень занята и не смогу быть у нее. По той же причине, к сожалению, я вынуждена отказаться от удовольствия принимать вас у себя в этом сезоне. Искренне ваша, дорогой мистер Порчерлестер, Линда Финнайтингейл. Я почувствовал, что переслать это письмо Порчерлестеру значило бы причинить ему лишнюю боль.
Я понял также, что мой наставник был прав, и что я не рожден для игры на корнето-пистоне, и я решил оставить этот инструмент. Линда стала моей женой. Иногда я спрашиваю ее, почему она упорно отказывается принимать Порчерлестера, который дал мне слово офицера и джентльмена, что не знает, чем и когда он мог оскорбить ее. Но она каждый раз уклоняется от ответа. Бернард Шоу. Серенада. Рассказ читал Александр Жарков.